Эмили была молодой и красивой девушкой, но ее жизнь была далеко не легкой. Она выросла в небогатой семье, которая едва сводила концы с концами. Ее мечтой было выбраться из бедности и жить в роскоши, и, как ей казалось, единственный способ добиться этого — найти обеспеченного мужчину. Когда она познакомилась с Уильямом, ее судьба, по ее мнению, была решена. Уильяму было 70 лет, и, несмотря на солидный возраст, он был вполне живым и еще довольно активным мужчиной, с солидным состоянием, несколькими домами и крупными сбережениями в банке. Его жизнь была тихой и спокойной, но он чувствовал одиночество. Эмили решила, что она может стать той, кто сделает его последние годы счастливыми. А в ее сердце, конечно, не было места для любви, было место только для мечты о богатстве. Она не проявляла к Уильяму особых чувств, но хорошо умела строить отношения и была невероятно заботливой, когда это требовалось. Через несколько месяцев знакомства, после множества разговоров о том, как она будет заботиться о нем, несмотря на возраст, она предложила ему выйти за нее замуж. Уильям, хоть и был осторожен, все же согласился. Он был одинок и, может быть, надеялся, что она искренне заботится о нем. Так Эмили стала его женой, и с каждым днем ее планы становились все более ясными. Она мечтала о его наследстве, его состоянию, его домах, его машинах. Впрочем, она не позволяла себе думать о том, что ее чувства к мужу были лишь частью тщательно выстроенной игры. Прошло 3 года. Уильям старел, его здоровье ухудшалось, и, несмотря на ее внимание и заботу, Эмили все больше теряла интерес. Она все больше думала о том, как быстро он может уйти, и как скоро она станет богатой вдовой. Однако Уильям не был таким простым, как ей казалось. Однажды, после очередного инсульта, он ушел из жизни. Эмили, уже готовая к получению своего наследства, пришла на похороны с холодной решимостью, что скоро ее жизнь изменится. Но то, что случилось дальше, стало для нее полным шоком. Адвокат, который был назначен исполняющим волю Уильяма, в день похорон зачитывал завещание. Эмили с нетерпением ждала своей доли, но то, что она услышала, поразило ее до глубины души. «Я завещаю все свои активы дома, деньги и имущество на благотворительные цели, включая приюты для детей и дома престарелых. Моей жене Эмили я оставляю только память о нашем времени вместе, что не имеет материальной ценности, но было важно для меня». Эмили не могла поверить своим ушам. Все, что она надеялась получить, исчезло в одно мгновение. Она поднялась словно во сне и воскликнула: «Это не может быть! Он не мог так поступить! Я должна получить все!» Родственники Уильяма, стоящие рядом, лишь молча наблюдали за ее реакцией. Они уже давно знали, что Уильям был человеком, который всегда ставил принципиальность выше всего. И даже в возрасте 70 лет, после нескольких лет жизни с Эмили, он не позволил себя обмануть. Эмили попыталась оспорить завещание в суде, но ее усилия были тщетны. Суд признал его подлинным, и все ее попытки добиться богатства обернулись неудачей. Она осталась без денег, без имущества, без того будущего, которое она так долго себе рисовала. Судьба обманула ее, как она когда-то обманула Уильяма. И несмотря на то, что она продолжала искать пути к богатству, теперь она уже знала, что жадность и манипуляции не приводят к счастью. Урок, который она получила, был, пожалуй, самым ценным, хоть и горьким. Если вам понравилось, не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые увлекательные рассказы. Мы будем рады видеть вас снова и делиться еще более интересными историями.